Поколение бездомных. Детей в начале 90-х в приватизацию не включали. Сейчас они выросли и оказались без собственности. Варвара Пономарева – одна из тысяч молодых граждан, родители которых попали в первую волну приватизации. В 1992 году и в 1993 годах таких, как она, малышей при приватизации не включали в число собственников. Но прошли годы, и эти дети выросли. Взрослая жизнь для очень многих из них, как и у Варвары, началась со знакомства с отечественной системой судопроизводства. Повзрослевшие дети отправились в суды добиваться своей доли в квартире, где они родились, прописаны и живут. Сколько таких, как Пономарева, установить невозможно, подобной статистики никто не ведет. Часто место проживания этих бедолаг зависит от нескольких факторов: настроение их родителей, продолжают ли они жить в браке и прочее. Если благоприятные факторы не складываются, то дети первой волны приватизации запросто оказываются на улице. Формально закон должен защищать их интересы. При обращении в суд таким детям должны выделять долю в их собственной квартире. Но это скорее исключение, чем правило. Дочки матери без документов. В 1993 году при приватизации квартиры родители Варвары не включили в число собственников свою дочь. Теперь Варвара регулярно посещает Пресненский суд столицы. И вот почему. В январе 1993 года, то есть на момент приватизации, в Москве в квартире на Новом Арбате жила обыкновенная семья: бабушка, папа, мама и их дочка-внучка Варвары 5 лет. Ее, конечно, никто не спрашивал, хочет ли она быть собственником. Доли при приватизации жилья определены не были. В 2003 году умирает бабушка, а папа с мамой расходятся. У каждого из родителей начинается своя жизнь. Дочь Варвара только в декабре 2008 года узнает у нотариуса, что доли после смерти бабушки закрепляются за родителями, а у нее ничего нет. Отец, который сначала решил написать завещание и подарить долю квартиры своей дочери, уже передумал. Он отменил завещание. В начале этого года Варвара пришла в суд с иском о признании частично недействительной приватизацию 1993 года и о выделении ей доли в квартире, где она родилась, была прописана и жила. Ответчиками по иску дочери оказались мать и отец. Мать поддержала иск дочери. Отец был категорически против. В конце лета суд отказал Варваре Пономаревой в иске. Судья, подтверждая свою правоту, в решении записала, что собственник обязан оплачивать жилое помещение, а Варвара этого не делала. Получился абсурд. Выходило, что с неполных 5 лет ребенок должен оплачивать место своего жительства. А на что тогда родители? На сегодня ситуация такова: девушка 21 года, не имея никакой собственности, остается в своей же квартире, просто прописанной. Выходит, она была лишена собственности дважды, в 1993 году родителями, а в 2009 году и судом. Как забыли малолетних. Когда в самом начале 1990-х годов в России началась приватизация жилплощади, что это такое, толком никто не знал. Взрослое население не понимало, нужно ли включать детей в число собственников. Формально закон в те годы не настаивал на таком обязательном включении несовершеннолетних в приватизационные документы. А какие это будет иметь последствия в будущем, предсказать в те годы никто не мог. И вот что мы имеем на сегодняшний день. Выросшие дети, узнав о том, что они в собственной квартире всего лишь прописаны, стали обращаться в суды. Их иски абсолютно одинаковы, все настаивают на выделении им доли в квартире. Однако по нынешнему закону таким детям отводится только 1 год на размышление с момента, как им стало известно, что у них ничего нет. За 12 месяцев они должны успеть осознать действительность и добежать до суда, чтобы подать иск. И горе тем детям, которые не могут доказать в суде, когда именно они узнали о том, что родители лишили их собственности. Но неумение быстро суетиться еще не самое страшное. Есть категория вчерашних детей, которым вообще не позавидуешь. Это те, у кого родители успели разбежаться и у них в силу неприязненных отношений нет общего взгляда на долево-квартирный вопрос своих детей. Полным абсурдом можно назвать и причину, по которой суды порой отказывают детям в удовлетворении их требований. Это факт того, что ребенок не платил за квартиру. И это при том, что родители не требовали с ребенка оплаты, а выступая его законными представителями, вносили плату самостоятельно. Ну и совсем трагически складывается ситуация для тех детей, у которых родители развелись, а затем вступили в новые браки. Интересы таких родителей уже категорически расходятся с интересами их собственных детей. Поделятся ли они долей собственности в квартире добровольно или нет? Матери, как правило, отрывают от сердца свои части доли. А вот отцы, у которых уже новые семьи, очень часто не хотят расставаться с тем, что имеют.
Так дети рискуют стать бомжами при живых родителях.